Здравствуйте, мои дорогие, любимые подписчики и гости канала, которые, быть может, совершенно случайно заглянули на канал Таро Инспирационе. Таро прогноз на неделю с 25 по 31 августа, последняя неделя лета, уходящего лета. Давайте узнаем, что случится, произойдет в эту неделю. И, конечно, останемся реалистами. И это общий прогноз, мои дорогие. Мы для того, чтобы сделали этот прогноз, все-таки у каждого своя история. Поэтому, с одной стороны, ну, не будьте где-то предвзяты, ведь карты лишь метафора. А каждый из нас, когда мы смотрим прогнозы, все равно думает о чем-то своем. Но для того, чтобы мы могли от чего-то оттолкнуться, мы спросим, с кем готовы говорить карты, какую историю они нам сегодня расскажут, раскроют, что будет на неделю продолжаться, какой общий фон энергии, в чем риск, что удивит. Ну и куда заведет нас судьба, давайте узнаем. Куда же заведет судьба? Но для начала, что в вашей жизни происходит прямо сейчас? Чтобы вот о вас нам что-то узнать. Так вот, кто сегодня пришел на расклад, как видят карты, но вы решительный человек. Похоже, вы тут надеетесь сами на себя. Вы уже где-то готовы к тому, чтобы от чего-то отказаться. И вы знаете, вы настолько сейчас... Вот ваша сила в том, что некоторая независимость к вам приходит от того, что вы умеете хранить буквально молчание. Я не случайно об этом говорю, потому что, наверное, уже жизненный опыт вас заставил не предвосхищать. А если даже и мечтается нам, ну, это где-то в уголках нашей души, потому что счастье и удача любят тишину. Вот как раз по королеве мечей она это понимает. Мне надо пройти какой-то, может быть, узкий фарватер. И мне нужно и не оступиться, мне не нужно, ну, может быть, к себе как кого-то притянуть лишнего. Все-таки она надеется сама на себя. И иногда вот эти внешние помехи в виде людей, например, или каких-то обязательств, или каких-то ненужных, ну, даже дел, например, ведь это в конечном итоге нашу энергию как распыляет. Поэтому вот так вот вы решительно настроены, и много информации сейчас вокруг вас. Много, может быть, каких-то, как и новостная палитра, может быть, и много обещаний вокруг вас. Вы это все фильтруете, вы понимаете, что нет. Тут все равно, что бы ни говорили, жизнь меняется, и где-то вы можете, кстати, по этой карте идет интеллект и интуиция. Вот все вместе. Ну, что такое интуиция? Это, по сути дела, тандем интеллекта и пережитого опыта. Тот опыт, который мы уже прошли. Это те грабли, которые, опять же, мы уже нашли. И теперь мы точно знаем, куда нам не нужно. Вот, наверное, это основная тема, что вы точно знаете, чего вы не хотите. А это очень сильная позиция, потому что, значит, вас сложно будет увлечь в том направлении, когда это кому-то интересно. Что еще о вас расскажут? Ого, вот так. Личная жизнь у кого-то может быть на повестке недели. Причем вы в одинаковых энергиях с человеком. Король мечей, королева мечей. Вроде бы люди имеют что-то одно. Может быть даже, но я имела в виду какая-то похожесть. Похожесть в восприятии жизни, может быть в каких-то фундаментальных суждениях, принципах. Но вместе с тем вот как бы чувств не хватает. Может быть это у кого-то из вас даже. Ну, к примеру, взаимоотношения действительно нашла коса на камень, и вы не можете договориться. Утрачено взаимопонимание. С одной стороны, нам все-таки пара показывается, а с другой – тут каждый немножко живет по своей указке, а не по чужой. И даже если, да, один над другим начинает давлеть, а ничего из этого не получится, потому что тут можно до разрыва дойти, по сути дела. Тут вот именно где-то эмоционального, может быть, чувственного фона, эмпатии может не хватать в паре. Или, опять же, не сумели договориться. Хотя, мои дорогие, ведь меня смотрят и девочки, и мужчины. Я благодарю вас за то, что вы смотрите и пишете мне волшебные комментарии. Хоть вы и разные, но вот, видимо, мои зрители, мои дорогие, любимые зрители, вы умеете действительно перекладывать на карты Таро, на эту метафору, то, что вот вы сейчас чувствуете, это самое главное. Потому что, ну, ведь это карты, а реальность, она всегда несколько иная. Так вот, меня смотрит реалист, это факт, что девочки, что мужчины. И, с одной стороны, это, знаете, тот тандем, тот союз, который, ну, невозможно разлить. Да вот говорят, не разлей вода.
Вот есть здесь определенное притяжение, потому что люди друг друга, ну, где-то воспринимают как, ну, знаете, как близнецы. Вот есть такое, да, я не имею в виду знак зодиака, а человек, который вам родственен, может быть, даже душой. Да, вот он сложный, какой-то непонятный, вы с ним не согласны. Тут ведь каждый на своем. Но, опять же, у кого-то из вас могут быть э, оформления. Все-таки у нас, с одной стороны, карта королевы мечей говорит о независимости и о том, что она больше настроена сама что-то делать, да, нежели зависеть от кого-то. И прообраз Юдифи, как известно, уж отрезала, так отрезала. Вот у вас где-то готовность отказаться от чего-то, но мне что-то надоело, побудительный мотив. Надоело, достало, вот где-то так. Может быть, это и вы решаете какой-то вопрос, согласование с чиновниками или... Я допускаю у кого-то вопросы в судах или просто консультации адвокаты, юристы. У кого-то банально вопросы, связанные со здоровьем, врачами. Нам не говорят, что вы болеете, нет. Но тут мы, опять же, конкретики больше хотим, ясности внести, что очень, кстати, планетарным транзитом свойственно в последнюю неделю, потому что там у нас Солнце в Деве, а это как раз критическое мышление. Но там вот нам невозможно замылить глаза, потому что вот есть одна реальность. И есть наше понимание, к чему мы идем, стремимся. Ну и понятно, мы хотим это в какой-то единый узор сложить. Или, по крайней мере, максимально из возможного сделать. Вот как-то так, видимо. Может быть, и согласования какие-то предусмотрены, или где-то они вам предстоят вот-вот. Вы к этому готовитесь. Но, повторюсь, у кого-то и личная история. Как будто договариваться придется. Ну вот как? Ладно. Мы смотрим в моменте прямо сейчас. Так вот, что еще сейчас? Ага, вот так. А ведь и правда, вопросы дома, вопросы семьи вашего, может быть, благосостояния и откуда к вам приходят деньги. У кого-то вопросы, связанные с банками. Финансовая составляющая явно не на последнем месте. Если мы говорим о рационализме по предыдущим двум картам, то тут к этому рационализму еще и денежная, финансовая какая-то составляющая тоже добавляется. И, кстати, король Пентаклей– великий консерватор. Может быть, это вам, вашей паре, если мы говорим о личной жизни. Ну, мало ли. Может быть, именно теперь вот вы смотрите, у вас личная жизнь, она это тот пункт, та задача вашей жизни, когда ну не все решено или даже определено, а порядка хочется. Вот тут по солнцу в Деве точно нам хочется порядка. А король Пентаклей– это консерватор. Ну, сложновато, опять же, с вдохновением, с эмпатией. Он ведь привык поступать так, как он привык. Ну, да, это люди надежные, опять же. Это те, которые... У них всегда есть какой-то финансовый эквивалент, запас, подушка безопасности. Они могут прийти на выручку, на помощь, но лишь в том ключе, как он представляет. А вот чего не представляет, ну, где-то он и представлять не хочет. Вот интересно. Или, мои дорогие, вот 3 персональные карты. Карты двора еще называют. И когда вот такое выпадает подряд прямо, приготовьтесь, наверное, что много будет общения в предыдущую неделю. Вот давайте так подытожим. Или, может быть, уже сейчас у вас где-то к этому идет. Когда много разных контактов, может быть, буквально кто-то пишет письма, запросы или путешествует вот по кабинетам чиновников или каким-то другим инстанциям. Есть определенные задачи, причем такие конкретные, не из области чувств. Ладно, что еще происходит? Вы решаете, пытаетесь как-то словно переломить какую-то финансовую ситуацию, изменить, или, может быть, готовы уже менять свою стратегию и тактику по финансам. У вас вроде как возможности, вы видите их, по крайней мере. Тут, с одной стороны, вы не знаете, как поступить. Явно вот есть финансовый вопрос, это вас объединяет, который нужно как-то или решить по-другому. Или вроде бы и перспективы-то есть. Туз Пентаклей– это буквально помощь высших сил. Когда ну вот как в пространстве, добрая энергия уже последняя неделя августа месяца, она будет наполнена, как и вот я сказала, Солнце в Деве критическое мышление, когда мы как-то четче, определеннее знаем, к чему мы идем. Но есть еще и все равно многие моменты, которые не непосредственно от нас зависят, а может быть от решений других лиц, от каких-то инстанций, может быть от чиновников, может быть это связано с банками и значит от банков тоже. И вроде бы перспектива есть,
интуитивно вы можете, интеллектуально где-то, интеллектом чувствовать, ведь король мечей – это тоже интеллект. То есть вы видите, что да, вот если я буду что-то продолжать, явно у меня может что-то получиться. Но, может быть, на данный период времени вот четкости пока нет. Но ориентиры у вас уже точно есть. И, видимо, есть вопросы закона, согласования и денег. Ну, тут у вас такая четкая позиция и то, что вы хотите совершить. По пажу мечей, может быть, и тут и включаются, к примеру, для тех, кто в паре, у кого дети, пусть даже взрослые. Может быть, ваш какой-то семейный вопрос включается еще и взаимоотношения с детьми или какие-то их задачи, которые вам тоже предстоит решать. У кого-то будет связано даже с тем, что, к примеру, когда ваша чадо взрослая вам может объявить, что «а я женюсь или выхожу замуж», и как будто в другом направлении буду двигаться. Ну, может быть, это для единиц, но тем не менее, вот такого рода заявления от детей могут быть. Или ходил в одно, допустим, учреждение образования, тут в последний момент, вы об этом, кстати, могли не знать. Тут он вам заявит о том, что нет, а теперь я решил, ну, или второе образование, может быть, это параллельно получать, но и я решил тут вообще или решила чем-то другим заниматься. Это можете быть и вы сами сейчас. Вы получаете какие-то новости, ведь пажи – это новости, и понимаете, что это не просто так. Это как знак судьбы. И вам сейчас приходится выбирать. Вы можете стоять на выборе. Или сами как будто ищете новое направление. Но опять же, рационализм, мои дорогие. Никаких эмоций. Ну вот первая карта, но зато какая волшебная. Туз сразу, да? Вот смотрите, все то, что я говорила. Тут и согласование, и документы, и бумаги, и финансы. Ну вот, наверное, и чувства. Это колода Чиромаркетти. Вы все то, что я долго говорила, можно свести к одному. Вот эта лучезарная дельта, вы пытаетесь какой-то свой фарватер найти, как минимум на пару шагов вперед. И карта-то нам говорит о том, что ты смотри в перспективу. И если ты даже сейчас, может быть, вы вот именно так и пытаетесь жить, или все те события, которые вокруг вас происходят, или в которые вы, может быть, вынуждены сейчас окунуться, участвовать, то вы все равно пытаетесь увидеть, мне это нужно или нет, к чему это все идет, а какой в этом смысл. Это все по лучезарной дельте. Потому что вы хотите вот этот кубок, посмотрите, амброзия через край. И тут у нас рыбки золотые, а рыба это у нас два основных, как бы один символ, но два основных направления. Первое – это у нас финансы, благополучие. Второе – путешествия, переезды, перемещения. Может быть, работа с командировками, у кого-то переезд далеко и вместе с семьей, и много вопросов, и еще и, может быть, плюс по детям тоже. Но в конечном итоге, какая бы фаза Луны ни была, вот нам так вот Чиромаркетти обрисовал эту карту, мы все равно видим в перспективу. И значит, мы готовы отстроить свое благополучие, все то, что связано где-то с символом рыб. Сама по себе карта очень волшебная, поэтому я хочу сказать, если вы чувствуете какой-то ваш, знаете, такой рациональный расчет, может быть, тезис-план, может быть, и не один, но точно меня вот смотрят сейчас, и карты нам будут раскрывать какую-то палитру возможностей именно, или продолжение ваших задумок, сказала бы так, или задумок, которые даже связаны с вашими детьми, а для кого-то вопросы конкретно поездки, переезда, получения в связи с этим документов или работы какой-то новой. Иногда пажи мечей, вот именно паж мечей, говорит о том, что мы меняем направление в работе, деятельности мы меняем тоже. Может быть, вы рассматриваете как вторичный доход. Сейчас чему-то обучаетесь и тоже ждете от этого в последующем денежного эквивалента. Вы ничто не делаете в пустоту, понимаете? Вот что вас объединяет. Вы все пытаетесь на целесообразность переложить. И это правильно, потому что туз кубков, он должен быть получен. А на дне колоды у нас была, смотрите, девятка пентаклей. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, но это та карта, когда мы немножко сами по себе, правда. Тут нет эмпатии, тут больше... Вот посмотрите, сокол сидит как будто, да, на руке девушки. Но кто знает, может быть, она запустит эту птицу, да, чтобы как разведку просмотреть горизонты, все ли в порядке. Вот вы сейчас все готовы контролировать, нежели, ну да,
обмануться. Вы готовы к любым хитростям, манипуляциям. Где-то вы и сами понимаете, что если, ну, так идти, как, знаете, по широкому шоссе, то обязательно что-нибудь не на то наткнешься. Ну, или, ну, тут ты будешь очень заметен. Все-таки, может быть, ведь это карта воришки. И, может быть, на самом деле вам где-то приходится и словно 2 шага назад и в тень. Потому что пока еще непонятно, буду я эту траекторию продолжать или нет. И, видимо, для вас это совершенно необходимо. Но есть и люди надежные, мои дорогие. Или есть какие-то контакты по людям в той или иной мере, которым вы можете доверять. Может быть, и вопросы, правда, вашей семьи. Ладно. Общий фон энергии на неделю с 25 по 31 августа. Давайте узнаем, с чем это будет связано. Ну вот, видимо, как по аркану отшельник, самое главное, чтобы мне не мешали. И вам никто не будет мешать. Но ваш путь вот такими мелкими шагами. Вот, кстати, по этим картам, которые на дне колоды были, я говорила, что по шоссе, да, чтобы мы были всем заметны, видимы. Но тут так не совсем элемент безопасности хорошо срабатывает. Тут, видимо, придется где-то сворачивать, потому что не все так определено. И не случайно, кстати, слушайте интуицию. Всегда отшельник по преданию идет с фонарем. Это не что иное, как интуиция. Она включается или фонарь включается в то время, когда нужно. Слушайте подсказки собственной души. Так и фонарь у отшельника включился, и что он видит? Змея. Включите сами змеиный режим, я об этом говорю, потому что сейчас год змеи, мои дорогие. Может быть, какая-то история у вас затянулась слишком долго. По 7 пентаклей явно у кого-то может быть просто банально с бумагами. Я всегда говорю, если касается какого-то регламента или периода ожидания, так бывает, что мы должны дождаться какого-то документа, тут мы не влияем. Ну, тогда хладнокровно нужно дождаться там 3, 5, 10 дней, сколько это, или на пересылку документов, то есть будем реалистами. Но если это пустое ожидание, а может быть это у кого-то пустое ожидание вы надеялись на какого-то человека, почему-то, да, нам, смотрите, показали, королева мечей, она идет одна, а король мечей как будто выжидает. Вот интересно, что ж ты выжидаешь? Так и хочется спросить. Давайте мы продолжим общий фон энергии, что это по королю Пентаклей. Ну вот видите, может быть, вы уже теперь будете думать вот в эту неделю о том, что, ну да, вроде я все просчитал, а есть, знаете, такое какой-то червь сомнения, который может так вот закрасться и переворачиваться в вашей душе. А вдруг что-то я вижу не так, а вдруг что-то я не получится у меня. Или, а вдруг я что-то просчитал не очень хорошо или просчитала. Одним словом, вот эта карта того, что нет. Может быть, нам действительно нельзя замечтаться. Может быть, и действительно в предыдущую, последующую, точнее, неделю, а исходя из предыдущих событий, тут у кого-то может быть такая история, что вы чем-то занимались, может быть, на кого-то и надеялись, или вам что-то было обещано, а закончилось фиаско. И, понятно, вы теперь в какую-то паузу снова точно не хотите попасть, потому что тут у нас еще и фонарь. Да, как прообраз интуиции. Но это карта искаженного восприятия, поэтому, знаете, тут и в иллюзии в какие-то впасть было бы ошибкой. Устроить себе вот эту ненужную философию на мелком месте тоже, понимаете, это все нам где-то замыливает, закрывает глаза, и мы себе сами искусственно создаем барьеры, самое главное. Тут же девушку-то нашу ничто не держит, понимаете? Поэтому будьте именно осознанны в том плане, что происходит сейчас. Мы можем оттолкнуться только от событий каждого дня. И все равно смотреть в будущее. Мы уже с вами об этом говорили. Тройка жезлов, мы ждем такого момента, когда пора. Вот, видимо, ваша задумка, не сомневайтесь, если что-то быстро не решается. Вот так и хочется сказать. То, что вы хотите осуществить, фон энергии таков, что да, вам нужно больше вот сконцентрироваться на себе. Но это не имеется в виду, что вот сел и думай. Нет, это отшельник, он идет вперед и, кстати, медленно. Он не стоит на месте, он все равно идет. Но это не семимильными шагами, как рыцарь скачет, нет, отнюдь. Он вот именно аккуратно, искусство мелких шагов продвигается. И, может быть, вы доходите все-таки на следующей неделе до какого-то определенной точки маршрута, когда вы теперь уже точно видите, на что вы согласитесь,
куда вы отправитесь, какие возможности у вас появляются. У вас будет больше конкретики. По тройке жезлов мы уже точно знаем, в какую сторону из горизонта мы пойдем, что мы будем продолжать, что имеет смысл, а что не имеет. Вы тут будете что-то реструктурировать, это факт, потому что в будущем вы уже понимаете, что-то вам может мешать, может быть, ваша какая-то стратегия, тактика, ее тоже надо пересмотреть. Как будто мы в будущее, вот человек нам показан со спины, обратите внимание, к прошлому он повернулся спиной. Но это последний момент в ожидании, когда корабль зайдет в гавань. А корабль – один из символов Меркурия. Что-то впереди нам прояснится, кстати, будем готовы к этому. Энергии следующей недели, когда у нас будут новости, причем более конкретные, долженствующие, не так приблизительно, 50 на 50. Нет, уже какая-то конкретика, она как нам приближается. И значит, мы свою жизнь можем организовать более четко, более понятно и устранить какую-то путаницу, потому что вот я вижу, что вообще последующий месяц, сентябрь, своеобразный выход из лабиринта. Опять же, два транзита, как Солнце в Деве, так и Марс в Весах. Это и внешняя, как обстановка, ну, как, знаете, энергии, наверное, высшие силы. Весь мир склоняют к тому, чтобы и определенности было больше, и порядка было больше, ну и мира-то тоже было больше. И мы сами внутренне, мы точно в таких же энергиях. Поэтому есть возможность свою жизнь упорядочить, разрешить какие-то вопросы, темы, ну и, понятно, с чем-то определиться. Но вот, видимо, перед таким прыжком в будущее, перед стартом каким-то новым, вы будете проверять, все ли у меня готово. И что-то, может быть, и подводить к общему знаменателю. Ладно, энергия недели. Ну вот видите, карты живут своей жизнью, правда. Тут какая-то тема финансовая, она никуда не уходит, но перед вами открываются не просто новые финансовые перспективы, у кого-то и получение денег конкретно. Причем такой суммы, ну, от которой мы можем отталкиваться, да. Или какие-то перспективы финансовые, более четкие, более ясные. Когда вы уже знаете, что есть смысл продолжать, от чего отказаться, чтобы высвободить где-то время, может быть, и для отдыха, и для перезагрузки, для того, чтобы все равно, ведь мы идем вперед, для того, чтобы как и восстановить силы, но и иметь эти силы, рассматривать новые варианты, потому что будущее мы ведь детализированно не можем пока видеть, но финансовая составляющая. Вот кто-то из вас сейчас меняет даже направление. Вы уже приступили к изучению или несколько реструктурировали личное дело, бизнес. Может быть, такие изменения идут у вас, даже если вы работаете по найму. У кого-то смена руководства, у кого-то новые приказы. Для вас может быть новый график работы. Но вот какие-то все равно перемены, они уже сейчас происходят. Смотрите смелее в эти перемены, потому что вас именно эти перемены приведут к финансовому успеху. И, видимо, на следующей неделе будет больше конкретики. В каком контексте эти перемены для меня с большим плюсом? О, смотрите-ка. Вообще можно наш заканчивать расклад на неделю, мои дорогие. Но ведь правда, раньше солнце выпадало, говорили, знаешь, иди, у тебя все хорошо. Но даже если у тебя сейчас криво, все равно будет хорошо, иди. Потому что как-то да, есть такое выражение. Лучше враг хорошего. Но карта солнца, примите к сведению, мы все-таки смотрим на неделю. Вы будете правда с чем-то определяться. Все то, что я говорила. С родом занятий или какими-то своими направлениями по занятиям, может быть, по сфере занятости, или то, что для вас будет актуально, или в вопросах личной жизни. И этим вы будете активно заниматься последующие как минимум полгода. Это имеет смысл. Вверху туз кубков. И все то, что я сказала по тузу кубков, нам уже говорят, что продолжение следует. Да еще и на какой период? На полгода, а то и 8 месяцев, мои дорогие. И есть ради чего стараться, прямо скажем. Ладно. Что вам сейчас нужно услышать? Давайте спросим так. Что важно знать? Ну, тут ведь нам показали, что есть еще такая какая-то зыбкость, да? Вибрации нечеткие. Так вот, что вам сейчас нужно знать, важно услышать? Ну, счастье, благополучие, радость, семья, достаток, вопросы дома. Все со знаком плюс, мои дорогие. То есть к чему все шаг за шагом идет? Или каковы ваши ресурсы, возможности? Что вам нужно услышать? Ну, тут именно нужно уделить внимание своему благополучию. Не ждать
Когда вот оно решится само, вот конкретно нам карта говорит, молодому человеку предлагают возможности, вот эта неделя какая-то возможности, пусть эти возможности начинаются с того, что мы определяемся. Определяемся, вот мы много раз об этом сказали, но ведь на этому тоже нужно уделить внимание. Пока не определились, непонятно, что действовать или как действовать будем, в каком направлении мы пойдем. Но это точно вот под этим дубом не сидеть, под лежачий камень вода не течет. Вот примите это к сведению. Еще карта говорит, что тебе придется, может быть, вот буквально встать и куда-то отправиться или провести какие-то действия, не ожидать, что какой-то вопрос решится сам. Или, может быть дипломатом, договариваться придется, мои дорогие. Иначе будет какой-то бесконечный дождь. Точно. Будьте готовы к переменам. Карта успеха, ну и карта перемен, поездок, причем очень быстрых каких-то перемещений. Может быть и вы, а может быть кто-то к вам. Вот вы будьте легки на подъем, хочется сказать. И встречаете все, что входит на ваш порог. Или кто входит на ваш порог. Дальше разберетесь. Там, может быть, вы что-то пересмотрите, подкорректируете. Но вот пока неделя, мы наоборот, словно губки, все впитываем, как информацию. Причем это не значит, что мы, ну, все, или раскисли, если нам что-то не понравилось, или до какого-то восторга поднимаются наши эмоции. Нет, все-таки вот так, рационально. Вверху у нас король Пентаклей. Вот в данном случае он вот так вот все расставляет по местам. Но все-таки мы помним, что он может подзастрять, потому что консерватор. А карта говорит, если ты будешь сохранять, что есть смысл сохранять реально. Не то, что, может быть, ты бы когда-то хотел или очень хотел, а вот реальность, она идет в каком-то другом ключе. Не в том, как наше желание, все-таки это тоже надо принять во внимание. Но и все равно вперед. Что вы можете взять с собой в будущее, мои дорогие? Вот это вот вам предстоит разобраться с этим. И это может касаться личной жизни, у кого-то заработки, опять же, повторяюсь, ну, у кого-то построение карьеры или какие-то поездки, переезды, и может быть очень далеко. Может быть и ситуация внешняя так складывается. Раньше вы не могли поехать, а на этой неделе вы уже видите, пусть не буквально даже на неделе, вы куда-то стремитесь, едете, все-таки тройка жезлов, стоит еще человек. Тогда кто-то будет готовиться, планировать, что нужно услышать. Вот ваша задача, две ваши основные задачи. Чтобы не было недостатка взаимопонимания, какой-то конфронтации, вам это будет, ну, просто категорически мешать. И чтобы не было пролапса по деньгам. Потому что деньги должны, заначка буквально должна быть какая-то. Или какая-то подушка безопасности. Всячески нужно уделить внимание, чтобы не было минуса какого-то финансового. Может быть, и буквально приход-расход. Ну, как бы карта больше призывает, чтобы не было, знаете, вот этой путаницы, то где-то это и от нас зависит. Путаницы во взаимоотношениях и путаницы по финансовому эквиваленту, потому что на кону колесница. Вполне вероятно, что для вас будет, вот как если как знак даже судьбы, я бы сказала. Мы ведь спросили, что нужно услышать или важно знать. Для вас вот как будто сидел под этим дубом, да, а тут открываются новые возможности. Более того, они открываются, и вроде бы мы не ожидали, тут какая-то именно возможность со знаком плюс. А потом еще и это все ускоряется. И на это ускорение, ну, где-то может будет влиять ваша финансовая составляющая. Поэтому гроши должны быть, деньги, буквально так. Для чего-то они вам нужны, примите это к сведению. Внимание к финансам. Что еще вам нужно услышать? Отдыхайте, мои дорогие. Уставшие люди делают ошибки. Делегируйте по десятке жезлов, делегируйте какую-то многозадачность или те задачи, которые призван делать кто-то другой. И мы говорили о детях, кстати. Позвольте, может быть, и детям сделать какой-то выбор. Не давите своим авторитетом, мои дорогие. Правда, вы можете давить. Ну, посмотрите, тут у нас такие серьезные персонажи выпали. Тут люди уверенные в себе. Да, может быть, вы понимаете ошибочность, как думает ребенок или взрослый, да, даже уже ребенок. Но у вас-то опыт, а он-то свой опыт должен пройти. И мы иногда даже банально в каких-то бытовых деталях думаем, что пока я смотрю, пока мой ребенок мучается, да я сама тут 5 минут забыла, уже закончила все. А откуда ему взяться этому опыту у вашего чада? Вот понимаете,
Не берите на себя лишнего, это правда. Причем как и на бытовом уровне, но у кого-то и по работе. Обязательств не берите ни в коем случае, иначе точно рядом пятерка пентаклей, это вас ввергнет в какой-то финансовый минус. Вот, будьте внимательны, когда и документы, кстати, подписывайте, особенно денежные. Может быть, у кого-то поручительство по кредитам идет, или еще какие-то иные поручительства. Вот вам это противопоказано, наверное, всем нам, кто деятельная натура. Иначе, вот посмотрите, у нас как будто полярные. Первые 3 карты и вторые 3 карты. Тут колесница, а тут полный застой. И получается, если мы просчитаемся с финансами, или не будет каких-то договоренностей, или когда мы будем непримиримыми, то есть не должно быть конфликта. Если будет какая-то многозадачность, которая мелкая, по десятке жезлов, это какая-то мелочь. Да, нам карта говорит, ты выдержишь, у тебя хватит сил, но ты себя в ноль буквально обесточишь. И вот это все не способствует. Вместо вот этой колесницы мы можем получить подвешенное состояние. Или, вот как я говорила, обязательства. Будьте внимательны, что вы подписываете, кому вы даете согласие. Вы можете взять на себя такие согласия, когда это вы останетесь вот как в жертвенном состоянии. Все-таки это карта жертвы. Или я говорю, как тупик, Т-образный перекресток. Вот ехали, приехали, направо или налево, но вот вперед-то не получится. Поэтому до этого не доводите. На кону у вас счастье, радость, благополучие и аркан колесница, полный вперед. Давайте мы спросим, так в чем же риск? Хотя уже нам тут карты показали. В чем риск для вас, мои дорогие? Чуть-чуть подвину наши карты. Солнышко прям так и хочется обозначить, да. В чем риск для вас, мои дорогие? Семерка жезлов – это когда мы включимся в самые разные вопросы, но те, которые нужны людям, а не нам. Храните свой дзен. Я уже об этом сказала. Карта просто подтверждает. По семерке жезлов это всегда путаница. Но это та путаница, которая нас пытается в эту путаницу, может быть, словно затянуть, чтобы мы с чем-то согласились. Значит, на вас будут влиять люди со своим видением какого-то процесса или со своим мнением, с анализом ситуации. Вот на вас все время будет некоторое давление. Вот в этом риск. Вас могут уговорить, вы можете с чем-то согласиться, а вам туда не надо. Только ваши какие-то... Вот есть задумки, посмотрите. Первые карты нам четко об этом рассказали. Но, видимо, в течение недели будет еще какой-то вправо-влево, какая-то чехарда, которая вас так может на время, остановить, и вы начинаете думать, а правда, а может быть, нужно помогать, а может быть, нужно мне включиться в какую-то работу. У кого-то ведь и на работе такое. Может быть, это вы такие люди, полные эмпатии, вам сложно отказать. Тогда приготовьтесь к тому, что тот, кто не умеет сказать вовремя «нет», у него больше будет работы. Но самое главное, тут для вас что-то очень важное, а у вас времени не останется, мы об этом сказали. У кого-то даже если есть свободное время, по пажу Пентакли что-то изучать, детализировать. Может быть, это вы будете готовиться, кстати, на какие-то курсы, может быть, и онлайн. По пажу Пентакли вести какие-то могут прийти, кстати, и по части финансов. Тут двояко. С одной стороны, паж Пентаклей примерный ученик, и он знает, зачем это делает. В последующем, правда, знание – сила. То, что вы получаете знания, в последующем может обернуться денежным эквивалентом. Но это иногда получение важной бумаги, важного письма или сообщения. В чем риск? Может быть, получите письмо, а у нас только паж. То есть тут надо это письмо или информацию еще так проработать, обдумать. Точно. Вот смотрите, это карта легкости и спонтанности. Паж Пентакля, один Пентакль держит молодой паж и 2 Пентакля. Человек, кстати, уставший, жонглирует. И карта имеет даже такой смысл. Пробуй, пока не получится или не надоест. Кому-то из вас, как новое направление по работе, по занятости, может быть, по изучению, что-то с первого раза не идет. Не бросайте. Вот, понимаете, не переключайтесь, даже если вас кто-то от чего-то отговаривает, а словно душа просит вас продолжить какое-то одно направление. Верьте в самого себя и будьте легки на подъем. Опять же, об этом карта.
Это карта легкости, спонтанности, когда мы быстро с одного переключаемся на другое. Это очень соответствует, кстати, и близнецам, ну и дважды, трижды. Уран в близнецах. Тут весь фокус в том, как мы сумеем быстро, может быть, переключиться с чего-то одного на другое. Или, если вы видите точно, один проект не идет. Есть еще и минус по Солнцу в Деве. Это, знаете, рост перфекционизма, когда нам может казаться, ну, я сейчас и еще новым заходом что-то попробую, я вот так вот отшлифую филигранно, и тогда вот будет точно хорошо. А тогда не будет хорошо, вы потеряете время. Марс в весах и где-то Уран в близнецах нас заставляют учиться быстро переключаться. Если мы видим, что подзастряли, мы не ищем там ошибку, мы просто где-то переключаемся на новое направление. Ну вот, может быть, это даже, знаете, представьте себе, да, вот вы пишете код, допустим, вы программист, и где-то ошибка в коде, которую не вы, может быть, создали, не идет какая-то тоже и программа, что-то у вас не получается, может быть, как работа даже с сайтом. И вот знаете, мы можем застрять, ища эту ошибку. Вот это я точно знаю. Это можно так надолго застрять, ё-моё. А лучше снести это и начать что-то другое в другом направлении. Может быть, для кого-то это будет подсказка. Я не говорю, что мой совет, он абсолютно точен. Но перестраиваться – это для вас во благо, помните. И быть легким на подъем. Ладно. Что вас удивит? Давайте узнаем, что ж такого удивительного будет. Может быть, как чего мы не ждем. Пусть это будут какие-то волшебные, приятные сюрпризы. Что вас удивит? Победа, правда. Но вот победа над самим собой, может быть, вверху у нас пятерка пентаклей, видимо, может быть, и себя так немножко в ежовых рукавицах. Но это не значит, что мы к себе очень строги. Но траты-то нам уже карта однозначно сказала, да не одна. Тут как будто в будущем какая-то сумма может пригодиться. Может быть, вы и сумеете решить вопрос, подписать какие-то документы. Словно с низкого старта, ну, какое-то новое направление начнете или куда-то поедете и буквально на местности совершите важные договоренности, увидите все своими глазами, с чем-то и вы определитесь. Но победа нам о чем говорит? Правда, победа будет, радость будет. Вас, может быть, даже это где-то удивит. Может быть, вы рассчитывали, что какой-то вопрос будет тянуться еще какое-то время. Но нет, вот есть что решается достаточно, или, по крайней мере, перспективы, что вот-вот что-то решится. Это действительно есть. Но вам еще придется этим заниматься. По шестерке жезлов мы не расслабляемся, нам нужно держать марку и продолжать тот же самый ритм. Поэтому, да, уделяйте внимание отдыху. Помните, уставшие люди делают ошибки. Что вас удивит? У кого-то после победы, когда у вас что-то получается, или подписывается бумага, или вы получаете конкретное соглашение от конкретного человека, какие-то договоренности. По семерке кубков у нас как глаза разбежались. Вам придется опять же, эту путаницу устранять и быть реалистами. Тут нельзя замечтаться. Впереди карта победителя, иначе мы растратим все занятые позиции, что вас удивит. Вы можете, правда, куда-то засобираться. А если, допустим, вы никуда не собирались, может быть, обстоятельства так складываются у ваших детей или ситуация по работе, например, когда какая-то командировка может быть и к вам какой-то человек приезжает, у кого-то глобально, вы выходите из затруднительного положения, кстати. И это вас удивит, впереди победа, что вы как-то быстро набираете темп и выруливаете на обгон. Я вам должна сказать, мои дорогие, вам действительно вот где-то этот рационализм, интуиция, интеллект помогает, потому что здесь ведь нам человек тоже показан, идет в одиночку. Вот есть тема, которая, ну вот скорее ваших достижений касается, да, когда вы тут все переигрываете, ну, может быть, не буквально все на 100%, но что-то, какой-то пункт основной вы решаете. Может быть, долгое время это вы, как знаете, в лабиринте были, в какой-то путанице. Вот по восьмерке как раз кубков мы ищем выход, и мы его находим. Поэтому вас удивит, может быть, направление для кого-то, где ваш выход или решение какого-то вопроса. Для кого-то это может быть по части финансов. Ну, наверное, не случайно Солнце выпало. Самый такой последний ряд, он как квинтэссенция всего нашего расклада. Путь к Солнцу – это не есть широкое шоссе. Где-то надо и, да, так немножко на обочину, видимо, будет съезжать нам.
где-то, может быть, и притормаживать, останавливаться и включать аварийку, чтобы нас заметили, да. Ну, вот разные, вот, ну, как наша жизнь, куда ж ты от этого денешься? Ну, видимо, какая-то белиберда, хочется сказать, очень долгая, которая, возможно, тянулась длительное время. Вот так шаг за шагом все это разбирается. Так вот, куда же вас заведет судьба? Давайте достанем карты основные. Куда вас заведет судьба? Куда заведет судьба? К чему все идет? По королеве жезлов, тут, знаете, конечно, это карта сильного человека и вашей сильной позиции. И в чем наиболее продуктивна королева жезлов? Работа с информацией и распоряжение деньгами. По сути, это бизнес-леди, поэтому с деньгами правда. И мы тут об этом говорили. Даже если меня смотрят мужчины, ну просто перекладывайте. Это значит вопросы, которые касаются. Но информация будет важна. Но и вопросы вот денег, это тоже не на последнем месте. И главное, что есть прогресс. Но для этого придется что-то переиграть, перестроить, себя изменить. А для кого-то из вас в личной жизни притяжение, мои дорогие. Такое тоже бывает. Мои дорогие девочки, это вы можете быть как, ну, такой своеобразный магнит, потому что очень притягательна королева жезлов, но она хранит молчание. И свои тайны не рассказывает, и чужие тайны не рассказывает. У нее никогда не добьешься, что же она думает. Ну, может быть, это вот судьба вас подводит к такому итогу, когда вы понимаете, мне в таких энергиях сейчас быть необходимо. Куда еще вас заведет судьба? Ну, видимо, да. Искусство мелких шагов, мои дорогие. Мы не можем остаться за этим забором, но и впереди какая-то болотная топь. Поэтому выражемся одним жезлом и так на ощупь, видимо, искусство мелких шагов. Сделали шаг, проверили, да, что там не болотная топь, а именно там какая-то, может быть, даже и кочка, но для нас очень важно на время как будто укрепиться. И только потом осмотрелись, отдышались. Вот многозадачность. Ну вот уделяйте внимание самому себе. Вы, кстати, накопили достаточно сил. Сил у вас хватит. Но такой неоднозначный путь, куда заведет судьба. В конечном итоге судьба словно делит вашу жизнь на период до и после. Будет еще какое-то важное решение, сообщение. Может быть, это новость, а решение будете принимать вы. Так вот, к чему все идет? Куда вас заведет судьба? Ну, на период до и после. Вот это период после. Это будет, может быть, сопровождаться некоторой путаницей внешней, или так может казаться по нулевому аркану хаос перед началом творения. Что-то будет отстраиваться, может быть, и на глобальном мировом уровне. Новые системы, как я отчасти говорила, взаиморасчетов, или системы вообще взаимодействия. Мир претерпевает, хотим мы или нет, тоже изменения. Поэтому и нам нужно адаптироваться. Наши прежние какие-то представления, увы, они не сработают. Мы где-то начинаем как с чистого листа. И поэтому было бы ошибочно вот под этим дубом застрять, правда? Тут наоборот держать руку на пульсе и смотреть в оба. Вот как будто так. Но у нас тут волшебный шут такой представлен. Он жонглирует всем зодиаком. Возможности, вот чем больше вы успеете чего-то ухватить или подметить, правильно с чем-то сориентироваться. Вот такая может быть на самом деле решающая неделя у вас не случайно. Карта Солнца, потому что это открывается новый путь. Как минимум 6-8 месяцев вы будете этим заниматься. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые. Я благодарю за вашу поддержку, за вашу спонсорскую поддержку, за ваши волшебные комментарии, добрые. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.